Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Алексей Шамин, я управляющий партнер видеостудии «Видеозаяц». Сегодняшний выпуск посвящен теме заказа видеоролика и будет особенно актуален для людей, которые ищут подрядчика на создание видеорекламы. Вкратце рассмотрим рынок видеопроизводства, я озвучу подводные камни, которые заказчик встречает при заказе видеорекламы, а также дам несколько полезных рекомендаций, чтобы вы могли успешно выбрать видеостудию для своей задачи. Давайте начнем. В 2017 году мы с коллегами провели большой анализ рынка видеорекламы. По ходу данного анализа мы узнали много нового, заметили интересные закономерности и почувствовали себя в роли заказчика. Всего мы нашли порядка 2000 видеостудий в пределах РФ и СНГ. Из них примерно 1500 – это видеосъемка и все, что с ней связано. Оставшиеся около 500 компаний – это студии компьютерной графики и анимации. То есть, поясню, глобально рынок делится на две категории. Первая – это живая съемка с камерами и прочим оборудованием. Вторая – это все, что так или иначе создается с помощью компьютерного программного обеспечения, то есть 2D и 3D графика, motion дизайн, анимация, мультипликация, визуализация и тому подобное. Наша основная специализация – это создание анимационных видео для новых продуктов. Поэтому во время изучения рынка мы больше уделили внимание нашим прямым коллегам по цеху, то есть студиям анимации. Исследование велось 4 месяца. Мы затратили достаточно много внутренних ресурсов для масштабного сбора информации, и всего нам удалось проанализировать 300 видеостудий по 60 различным критериям. Для нас такого крупного анализа никто ранее не делал, поэтому у нас есть чем поделиться. Рынок моушн дизайна, видеодизайна, компьютерной графики и анимации можно назвать как угодно. В РФ и СНГ еще молодой, ему примерно 15-20 лет. Из-за этого наблюдается много проблем, особенно по части сервиса и обслуживания, взаимодействия между заказчиком и исполнителем. Клиенты не имеют представления о стоимости создания рекламного ролика, не понимают, как ставить задачу и оценивать качество видео, как давать обратную связь видеостудии во время работы над проектом. А исполнители, в свою очередь, нередко пользуются этим незнанием и непониманием, раздувая сметы, выдавая качество ниже заявленного изначально, безответственно общаясь с клиентом и тому подобное. На какие категории делятся компании? Мы для себя выделяем 3 основных. Первые – это отдельные фрилансеры или небольшие группы по 3-4 человека в коллективе, работающие на себя – аниматоры, моделеры, иллюстраторы и так далее. Вторая – это продакшены, в среднем в количестве от 7 до 12 человек в штате, и часто у них есть специализация на каком-то конкретном направлении, вроде разработки персонажной анимации или бродкаст-дизайна. Третье – это агентства, которые помимо производства анимации занимаются еще и маркетингом и креативом для клиентов. К этой группе относятся и наши видеорекламные агентства. Самая большая концентрация компаний находится, конечно, в Москве. В ней почти в 2 раза больше видеостудий, чем во всех регионах РФ, и в 4 раза больше, чем в Санкт-Петербурге. По нашим наблюдениям, уровень цен у них на 20-30% выше рынка, что обусловлено их географическим положением. Стаж у большинства компаний, как вы видите сейчас на экране, до 8-9 лет. В среднем это 5-7 лет присутствия на рынке. Есть компании, у которых стаж больше, но их можно пересчитать буквально по пальцам. Это, конечно, мастодонты рынка, серьезные бренды со сложившимися принципами работы. Рынок видеорекламы в РФ за 2017 год вырос по разным подсчетам на 10-14%. Максимальную динамику роста из всей интернет-рекламы по итогам прошлого года показал сегмент видео – 26%. Каждый месяц, по нашим подсчетам, на рынке видеопроизводства появляется 3-4 новых компаний. Рекламные бюджеты компаний на видео растут, выбор у клиента становится больше, но вместе с тем и сложность этого выбора возрастает. Встает вопрос: как из всего этого многообразия успешно выбрать видеостудию для своей задачи? Каковы ключевые критерии, которыми стоит руководствоваться? Таких критериев 3. Первый и самый главный – это, конечно, портфолио видеостудии. Профессионализм уже выполненных работ. Все мы понимаем, что если видеоролик будет сделан качественно, то мы с наибольшей вероятностью окупим свои вложения. Портфолио видеостудии – это ее лицо. Чем более высокопрофессиональные работы делает компания, тем лучше. Посмотрите шоурил студии создания видеороликов или попросите компанию показать ее самые лучшие проекты, те проекты, которыми они гордятся. Здесь же уместен вопрос о том, был ли у компании опыт работы в вашей сфере деятельности или близко к ней. Если компания имеет большое портфолио, 300 и более проектов, то предыдущий опыт конкретно в вашей теме вряд ли так принципиален, поскольку профессионал справится и с вашей задачей. Мы рекомендуем пересмотреть портфолио нескольких компаний и составить для себя впечатление, какой из них вы считаете наилучшим. Если какие-то работы в портфеле видеостудии произведут на вас вау-эффект, значит и для вас студия создаст эффектный ролик. Пункт 2.
экспертность, репутация, надежность компании. Обращайте внимание на то, насколько грамотно студия видеопроизводства будет выстраивать с вами коммуникацию. Насколько они готовы и могут погружаться в специфику вашей сферы деятельности. Готовы ли они индивидуально подойти к вашей задаче. Насколько им важно сделать для вас качественный видеопродукт. Сколько лет компания на рынке, какие у нее есть отзывы, с какими брендами ранее работала компания. Третий пункт. Тот критерий, от которого никуда не уйти. Это стоимость. Насколько высокий бюджет вы можете себе позволить, решать только вам. Но вот что касается компаний, которые предлагают сделать то же самое, что и остальные, но на 30-40% дешевле, таких подрядчиков мы бы рекомендовали обходить стороной. Просто потому, что по нашему 5-летнему опыту, каждый раз, когда заказчик выбирал подобное предложение, на выходе он получал качество, которым оставался сильно недоволен. Либо получал то, что технически и профессионально сильно проигрывало тому, что предлагали остальные за чуть большую стоимость. Еще один совет в этой связи может выглядеть так. Смещайте фокус либо на цену, либо на качество. Решите заранее, что для вас все-таки важнее, и выбирайте. Почему так? Потому что критерий цена-качество на нашем рынке очень размыт, особенно для клиента. Какими критериями еще руководствуются клиенты при заказе видеоролика? Оперативностью, пунктуальностью ответов при общении, тем, как компания держит свое слово, насколько она отзывчива. Также заказчики по нашим наблюдениям обращают внимание на креативность, неординарное мышление и творческий подход в видеостудии. Оценивают, все ли прозрачно и понятно на стадии выставления предложения. Ну и, наконец, иногда клиенты просто руководствуются рекомендациями своих коллег, что тоже является приемлемым вариантом при выборе видеостудии. Теперь еще несколько важных рекомендаций. Первый совет может показаться слегка странным. На больших и сложных проектах с бюджетом от 1 000 000 рублей и более имеет смысл выбирать самые дорогие видеостудии. Почему? Потому что на рынке присутствует всего несколько десятков компаний, из тех 500, что я назвал в начале, которые действительно справляются с такими проектами с точки зрения управления рисками, наличия технической базы и кадров, способных выполнить сложную задачу. С более дорогим подрядчиком вы гарантированно получаете удовлетворяющий ваши ожидания результат, даже если в процессе работы что-то было не так. Чем больше бюджет, тем больше альтернативных решений на проекте вам предоставляет компания. Так что, выбирая самого лучшего и дорогого исполнителя, вы точно не прогадаете. На маленьких проектах с бюджетом до 50 тысяч рублей мы рекомендуем обращаться на фриланс, поскольку сами задачи очень простые, и в случае сотрудничества с видеостудией, которая возьмет все под ключ, вы, скорее всего, переплатите. С другой стороны, если сотрудничать с видеостудией, вам не придется самостоятельно контролировать исполнителей, исправлять за ними возможные косяки, тратить время на поиск диктора или разработку сценария и так далее. Теперь очень важный момент, который мало кто из клиентов понимает. Перед тем, как общаться с видеостудиями, грамотно сформулируйте техническое задание на проект. Чем подробнее, тем лучше. Чем точнее вы опишете свою задачу, тем меньше получите разброс цен и сроков от различных компаний. Как это сделать? Смотрите наше видео о том, как заполняется техническое задание. Помните, что чем сложнее задача, тем больше разброс цен. Почему? Потому что возрастает количество факторов, влияющих на трудозатраты исполнителя. Еще один важный нюанс. Когда опишете свою задачу, определите, видеостудия с какой специализацией вам нужна, и обращайтесь в ту, которая работает по данному профилю. Так, например, если у вас в видеоролике много 3D-графики, нет смысла тратить время на видеостудии, у которых в портфолио в основном представлена 2D-анимация и наоборот. Или если вам в принципе нужен анимационный видеоролик, нет смысла обращаться в видеостудии, у которых 80% портфолио – это видеосъемка. Это то же самое, что с выбором врача. Когда у вас болит зуб, вы не пойдете к окулисту, вы найдете стоматолога. Поэтому просто держите в уме, что у большинства видеостудий тоже есть свой определенный профиль, на который они более ориентированы. Например, конкретно наш профиль я уже озвучивал ранее. Это создание анимационных видео для новых продуктов. То есть, если появляется, например, какая-то новая IT-разработка и нужно с помощью анимации рассказать, что это за продукт, как он устроен и чем отличается от существующих, это четко наш профиль. И пару слов про бесплатный сценарий до начала работы. Это часто используют видеостудии для закрытия клиентов на продажу. Скажем так, для небольших проектов это работает, но для более серьезных проектов с бюджетами от 200 тысяч и выше подобный сценарий уже стоит отдельных денег. Если хотите сначала протестировать подрядчика, заключите договор на разработку сценария, сделайте его, а затем будете решать, работать дальше или нет. Если нет, всегда сможете найти другую компанию, которая по этому же сценарию вам все сделает. Более того, с грамотным ТЗ и уже утвержденным сценарием вы получите очень точную оценку проекта от компании. И еще, перед началом работы определитесь с терминами.
Например, что такое креатив и вау-эффект конкретно для вас, как для заказчика. И согласуйте понимание этих терминов между собой и подрядчиком, чтобы быть на одной волне. Если вы видите это по-разному, то ближе к концу работы вы можете неприятно удивиться. Спасибо за просмотр, коллеги. Надеемся, наши рекомендации были для вас полезны. Пишите в комментарии, что вы думаете относительно выбора компании при заказе видеоролика. Согласны вы с нами, не согласны? Нам будет очень интересно узнать вашу точку зрения. Подписывайтесь на наш канал и паблик ВКонтакте. Оставляйте заявку на бесплатную консультацию на сайте, ссылка будет в описании, и мы ответим на любые ваши вопросы. Удачи!